Я знаю, что вас много чего интересует. Я знаю, что вам не терпится узнать хоть какие-то подробности новых героев. Эксклюзивно для зрителей канала Orange мы взяли интервью с ключевым представителем команды Unfrozen. Согласитесь, что такой крутой контент однозначно заслуживает вашего геройского лайка и подписки на канал, а то я тут заглянул в статистику и огорчился, мол, смотрите, комментите, а на канал не подписываетесь. Ай-яй-яй. Геройщики, поддержите нашу команду этим простым действием, а мы в свою очередь наснимаем для вас еще кучу топового контента. Итак, сегодня в меню 5 главных вопросов гейм-директору Olden Era. Погнали! Леня, приветствую тебя! Наконец-то у меня есть возможность пообщаться с кем-нибудь из команды Unfrozen, узнать какие-то инсайды, узнать какие-то, возможно, секретики, какую-то полезную информацию. Я хотел бы, чтобы ты в самом начале описал вообще, чем ты занимаешься в проекте, потому что гейм-директор, ну вот я, например, лично человек далекий от этих вопросов, и для тех зрителей, которые такие же чайники, как и я, для начала, пожалуйста, расскажи, как ты вообще попал в Unfrozen и чем конкретно ты сейчас занимаешься в Olden Era. Да, всем привет. Начнем немножко издалека. В студии Unfrozen я работаю на протяжении, чтобы не соврать, приблизительно 6 лет, но особо интересной истории из этого никакой не получится. На тот момент, когда я устраивался в студию, искала геймдизайнера на проект Eratos Lord of the Dead, поступило предложение о работе, пообщались, нашли точки соприкосновения, и вот, собственно, до сих пор работаю на этом месте. Завершили один проект, начали заниматься следующим, но чего-то интересного, захватывающего, кучу каких-нибудь инсайд-деталей и так далее рассказать нельзя, все достаточно в обычном порядке. Намного интереснее то, что происходит сейчас, последние 4 года, это разработка новой части Героев Меча и Магии. Как Митя уже упоминал, я гейм-директор. Фактически, если объяснять простыми словами, это тот человек, который отвечает за то, чтобы процесс разработки шел и не останавливался. Фактически, проектом разработки управляет несколько человек еще помимо меня, но я при этом имею очень хорошее стратегическое представление о том, что происходит во всех отделах, что делают кодеры, что делают артовики, чтобы можно было планировать все эти процессы, принимать какие-то решения. Кроме этого, изначально я по профессии геймдизайнер, то есть человек, который фактически эти игры придумывает, которые уже потом делают другие люди, и ответственен за это направление. Поэтому можно смело сказать, что процентов 90 геймплейных фич, которые будут в проекте, проходили через меня или мой отдел. Ну что ж, дорогие друзья, мы знаем теперь в случае чего, кто ответственен за 90 или даже более процентов нововведений в героях, поэтому окей, ухо востро. Коль мы заговорили с тобой про нововведения, давай коснемся более глубже первого вопроса, и здесь еще раз небольшой спойлер. Эти вопросы, как мне кажется, они сочетают в себе и PvP сторону, и PvE, поэтому я очень надеюсь, что обоим лагерям геройщиков будет интересно послушать твои ответы по поводу нововведения, которые ваша команда внесла в новых героев. Вот знаешь, после первых трейлеров и интервью, которые вы начали раздавать всевозможным изданиям, можно было видеть в комментариях, что некоторые игроки возмущались, мол, ничего нового в демонстрационной части проекта показано не было. Другие же, наоборот, кричали, мол, дайте нам перерисованную тройку, да и дело в шляпе. В общем, создается впечатление, что комьюнити само не знает, чего оно хочет. Расскажи, в итоге, на какие ключевые особенности геймплея вы опирались и какие механики Olden Era привнесет в серию впервые? Отвечая на этот вопрос, я сначала сделаю небольшое отступление вообще, что мы делаем, какова основная идея. Цель, которая ставилась перед командой, это сделать узнаваемый проект герои в классическом духе, как вы могли вспомнить там, кто постарше, как играли 20 лет назад и прочее. При этом привнести в этот проект новую аудиторию, привлечь их там чем-то интересным, новым,
быстрым, возможно, да, если уж говорить о каких-то особенностях проекта и так далее. При этом те, кто, как, Митя, вроде ты любишь говорить, двигал коняшек 20 лет назад, увидят, в принципе, все знакомое. Герои есть, навыки, их прокачка, какая-то игровая математика, формулы зависимости от офенса и дефенса к юнитам, магия. Если прийти к человеку, сказать, вот герои, вот что ему приходит на ум, можно ожидать в нашем проекте. То есть здесь мы стараемся бережно переносить какие-то вещи, которые могут даже на данный момент вызывать вопросы из разряда, вот мы уже анонсили, что есть разгон юнитов, героя точнее, да, на основе юнитов, и это вызвало некое обсуждение в комьюнити. На данный момент это перенесено именно из-за любви к неким классическим больше частям серии, да, там не к пятерке. Не факт, что это, например, останется в будущем, да, то есть будем слушать аудиторию, аргументы какие-то, решения и прочее. Но в целом база — это то, что вы привыкли видеть, знать в героях и так далее. При этом, по сути, каждую из этих идей мы стараемся развить, улучшить, эволюционировать, можно называть как угодно. И процессы эти могут быть как какие-то маленькими, так и кардинальными. Маленькими, ну, это все относительно тоже, поверьте. Это наличие у вторичных скиллов под навык. Или, например, наличие активных способностей в игре, которые в той же пятерке там были через книжку магии у юнитов, да, у нас они представлены иначе, лимитированы там определенной энергией, это полноценный геймплейный элемент, а могут быть какие-то вещи, которые эволюционировали максимально сильно, что они уже не похожи, в принципе, на то, что было раньше. Например, герои в процессе партии могут получать поднавыки, уникальные для их фракции. Кроме этого, в игру было внедрено ряд совершенно новых вещей. Наверное, не буду сильно там все перечислять, но самая крупная из них — это система фракционных законов. Условно, это некий набор эффектов, которые активируются в процессе игры, уникальных для каждой фракции эффектов, которые позволяют поднастроить геймплей, адаптироваться под данную тебе ситуацию и прочее. Ну и, как я уже сказал, сильно отличает фракции друг от друга. Ты мог бы, пожалуйста, привести пример вот этих вот неких фракционных законов? Как я лично это понимаю, это некие механики, причем за каждую фракцию их, скорее всего, несколько, которые добавляют, ну, некой вариативности, да, вот каждой из фракций. Давай вот я отвечу это в ключе интересных примеров. Существует нежить, да, которая мертвяки, все дела, и всегда в героях они каким-то образом взаимодействовали с моралью. То есть, ну, в частности, там у нежити у самой морали нету. Но зато всем другим они настроение всегда за любителя испортить. Зато у нас, если ты стартуешь за нежить, твои герои и юниты, которые у них, собственно, в армии находятся, они будут не оказывать негативного влияния на мораль друг друга. Ну, при определенной прокачке, как пример. Второй из интересных примеров по нежити. Например, можно взять фракционный закон, который условно называется переносное поле боя, которое делает так, что все бои с некромантом всегда происходят на некроманской земле, с некроманским героем. Условно, вокруг вас существует какая-то некротическая аура, которая меняет биом боевой. Это включает различные бонусы родной земли для юнитов и так далее и тому подобное. Насколько я понимаю, бонусы родной земли приблизительно такие же, как и в третьей части. То есть это повышение там, ну, условно, да, скорости, параметров атаки, защиты, что-то такое. Да, в целом то же самое, плюс, условно, по мере прокачки это можно немножечко улучшить. То есть, как уже многие, наверное, знают, вот у нас есть фракционные навыки, да, непосредственно у каждой фракции, и поднавыки, о чем я уже говорил. И вот один из поднавыков у каждой фракции, грубо говоря, улучшает родную землю. То есть он звучит как, когда бой происходит на родном биоме такой-то фракции, происходит такой-то бонус. Резюмируя, хочется сказать, что мы постарались взять все лучшее, что игроки встречали в предыдущих частях. Замечательная система навыков из пятерки каким-то образом перенесена в наш проект. Привычный, классический по темпу, по каким-то глубинным особенностям геймплей тройки, какой-то вариант подклассов из четверки даже кому-то, может быть, понравится. Очень надеемся, что каждый игрок найдет для себя что-то знакомое, что-то новое, что-то интересное и будет играть в наш проект долгие-долгие годы. Леня, я в этом месте хотел бы задать тебе еще такой маленький дополнительный вопросик. Я очень надеюсь, что тебя никто в Unfrozen не убьет за такой огромный спойлер, но я
очень хочу, чтобы ты для наших зрителей ответил вот на что. Что все-таки с цепочками? Сама по себе механика цепочек остается прежней. То есть все точно так же можно передавать войска, артефакты от героя к герою, как-то стратегически их располагать на глобальной карте, чтобы все хватало по мувам и прочее. Мы хотим сделать им альтернативу. То есть я лично слышал фидбэк от некоторых людей, что да зачем мне играть в эти киберспортивные третьи герои, там что-то цепочки, ну зачем мне вся эта тягомотина, как-то сложно и непонятно. Это действительно фактор, который отторгает определенную аудиторию от игры в третьих героев. Соответственно, мы хотим дать им альтернативу. То есть это могут быть какие-то объекты на карте, которые, грубо говоря, позволяют телепортировать. Ну, представьте себе некий склад глобальный, который есть у игрока в целом, да, куда можно класть артефакты, куда можно класть юнит. Соответственно, есть здание, которое позволяет это сделать. А из другого такого же здания на совершенно другом конце карты вы это достали. Плюс, разумеется, различные заклинания, которые позволяют, например, удаленно взаимодействовать друг с другом героями. То есть вам не нужно через какие-то горы простраивать огромную цепочку в обход, тратить на это 8 героев и так далее. Вы можете скастовать заклинание, и в определенном радиусе вокруг героя-кастера вы можете удаленно взаимодействовать с каким-то вторым героем. Ну, то есть, другими словами, это некое дополнительное заклинание контроля, как я могу понимать. Да, и не одно, могу сразу так сказать. Окей, звучит как минимум интересно. С нетерпением будем ждать эти некие альтернативные варианты цепочек. А если вам хотелось бы иметь возможность читать все новости об Олденере и миру Might and Magic в едином месте, вступайте в телеграм-канал, посвященный проекту. Окей, давай теперь поговорим про уже существующие механики игры. Пока мы совместно брали интервью с представителями геройского сообщества, мы задавали много вопросов на эту тему. И, как я понимаю, однозначно можно сказать следующее. Герои — это игра сложная, ну, я думаю, вряд ли кто-то будет с этим спорить, с большим уровнем вхождения. И для того, чтобы научиться играть неплохо, нужна дистанция, смело можно говорить, в сотни часов, а то и тысячи. Но при этом упрощать различные аспекты тоже не хочется, ведь в таком случае от привычного нам героя меча и магии мало что останется. Как мы многократно от вас слышали, вы хотите привлекать в игру и новую аудиторию. Скажи, каким именно образом вы собираетесь помогать новичкам втягиваться в игровой процесс? Для начала я немножко поспорю. Да, действительно, эта игра очень сложная игра. Однако, ну вот это сейчас, возможно, мое неожиданное мнение, эта игра с достаточно низким порогом вхождения. Для того, чтобы начать играть в героев на минимальном уровне, достаточно зайти и, по сути, напасть на соседний отряд. У тебя сразу есть герой с войсками, напал, дерешься и так далее. Тут, конечно, могут быть некие особенности из разряда, а не сильнее ли этот отряд по факту тебя в 100 раз. Но вот именно узнать весь объем огромного количества механик, взаимодействий, всего, что может происходить в игре, это действительно дистанции сотни и сотни часов игры. Если не годы. Да, поэтому нам очень важно, чтобы в игру приходили новые игроки, в том числе молодое поколение, и поэтому мы планируем подкрепить вот их путь от какого-то базового уровня до средних крепких игроков, вот чтобы условно они смогли втянуться, остаться и продолжить радовать нас, друг друга, потому что комьюнити игроков — это всегда классно, здорово, весело. Первое. Базой всего этого, разумеется, станет обучение. Это немножко, возможно, даже незнакомый термин игрокам, там, любители тройки, четверки и прочее. Но сейчас это основная составляющая игры. И планируем, точнее, не планируем оставлять чего-то скрытого. То есть в героях масса скрытых механик, о которых ты узнаешь уже чуть ли не на 20-й год игры. Леня, мне почему-то кажется, что возьми даже вторых героев, не говоря там уже о третьей, о пятой части, до сих пор, мне кажется, даже разработчики не знают всего того, что они заложили в эти игры. Какие-то гранд-мастера, супер вообще профессионалы, там, чемпионы СНГ, иногда там общаешься с ними и говорят, я там об этой фишке только там год назад узнал. И складывается такое впечатление, что если не обучить там каким-то азам, да, там люди начнут заходить на стримы, понимать о том, что этих механик сотни, тысячи, и они такие, как бы про вот это все узнать? И да, обучение как будто звучит очень логичным. Самый простейший пример, мы четко скажем, вот берешь в отряд юнитов разных фракций,
реакции. У тебя у юнитов падает мораль. Банально, хотя бы такие даже вещи должны быть полностью объяснены, чтобы люди знали, что происходит и прочее. В дополнение к тутору, в рамках раннего доступа планируется появление определенной внутриигровой энциклопедии. Я, конечно, не буду вам обещать физмик, где там написаны все формулы и прочее, потому что они очень сложны для восприятия средним игроком, они их просто пугают. Но я думаю, найти чего-то там полезное, ответы на свои вопросы, особенно если речь идет о средних игроках, они там это смогут. Вторая важная вещь, которую нужно делать для проекта такого сложного, как герои, это ясность внутриигровых подсказок. Я бы это назвал так. Банальная оценка сложности боя, когда вот вы начинаете играть, у вас стоит на карте противник, вот просто первый моб, а он меня убьет или нет, ничего не понятно, и как бы результат вы догадываетесь какой, да? Автоматические различные калькуляции наносимых уронов и прочее, чтобы не нужно было держать в уме миллион каких-то параметров, что-то ты забыл, и по факту произошло так, не как ты ожидал. То есть, банально это наносимый урон там заклинаниями, что-то подобное. Но кроме этого есть еще ряд достаточно интересных и в каком-то роде уникальных штуках для наших героев. Это мы уже когда-то упоминали про информативность плашек юнитов в бою, где показывается, например, счетчики контрударов, да, то есть чтобы не нужно было там кликаться и так далее, то есть сразу была понятная информация. Но еще немножко эксклюзивной такой информации — это индикация наложенных определенных бафов и дебафов на юнитах. На наш взгляд, это очень важная вещь, потому что она позволяет не только, грубо говоря, избежать необходимости постоянно открывать окно юнита и понять, а что там наложено или не наложено, это еще позволяет избежать фрустрирующих ситуаций, когда игрок, мог что-то пропустить, например, особенно если люди начнут играть на ускорении в бою, да, и он пропустил наложение какого-то эффекта. На дистанции в какое-то время люди запомнят вот подобные визуальные, так сказать, подсказки, и им это очень сильно поможет в игре в целом. А будут ли какие-либо подсказки для игроков, давай так, более продвинутых, которые сразу же пойдут в PvP и будут понимать, с чем они имеют дело? У нас есть действительно новые мультиплеерные фишки, это могут быть законы, это различные правила, вин-кондишены и так далее. Планируется каким-то образом донести эту информацию в плане обучения до игроков, в том числе даже до заядлых игроков. Будут ли какие-то подсказки, прям вот, не знаю, дополнительные штуки непосредственно в процессе геймплея, ориентированные на подобную аудиторию, мне сказать тяжело. То есть мы все-таки стараемся сделать геймплей достаточно классическим, и это все-таки подразумевает то, что человек с таким огромным бэкграундом сможет вкатиться очень быстро, несмотря на обилие всего. То есть основная сложность именно будет с освоением новой массы контента. В целом, вот резюмируя, мы постараемся избежать такой ситуации, что им непосредственно для геймплея нужны определенные подсказки. Это означает, что мы не будем сильно мудрить с какими-то механиками, да, делать все достаточно четко, ясно и понятно. Леонид, вопрос номер 3, который связан с балансом, который, в свою очередь, всегда стоял комом в горле среди геройщиков. Кто-то говорил, что в героях с балансом все плохо, другие говорили наоборот, что все отлично. Третьи же утверждали, что герои — это в принципе не про баланс, и именно его отсутствие делает игру уникальной. Поделись с нами вашими планами. Каким именно образом вы собираетесь дорабатывать игру после релиза, и как часто это будет происходить? На самом деле, вот этот вопрос баланса — это такой краеугольный камень, в принципе, в профессиональной среде геймдизайнеров. Очень много существует мнений, должен ли он вообще существовать, возможно ли существование баланса, может быть, его и не должно быть, то есть вот в угоду фана, да. В целом, касательно поддержки проекта, это не только разговор о балансе. Разумеется, балансом мы будем заниматься. Основа этого — статистика, мнение аудитории, дискорд-канал, сообщество в Стиме, то есть все это существует, мы это все читаем, смотрим. Мнение видных членов комьюнити, то есть стримеров, контент-мейкеров и так далее. Мы к этому всему прислушаемся, планируем собирать. Поддержку я могу немножко разделить на две части. Первая — это далекая перспектива после релиза. Можно смело сказать о наличии там контент-патчей, DLC с фракциями, ну и в целом поддержки проекта, исправления багов, балансировка и так далее. То есть балансировка — это в первую очередь статистика, насколько вы понимаете. Плюс есть более близкая перспектива, это ранний доступ, который будет у нас в следующем году. Сразу скажу, что патчи в раннем доступе будут значительно чаще, чем непосредственно уже после релиза игры полноценного. Потому что игроки, играющие в завершенный продукт, они не любят очень частых патчей. Планы есть не только
только на какие-то там балансовые правки и так далее, но и на добавление нового контента, шлифовка, расширение игры различными там новыми фичами, добавление новых удобств по забросу аудитории и так далее. Все это можно ожидать вот уже совсем скоро. То есть, другими словами, вы планируете собирать фидбэк со всех возможных площадок и регулярно это все дело патчить, балансить. Ну, как часто это будет происходить? Коротко можно сказать, что вот в раннем доступе это может быть чуть ли не раз в пару недель патч, чуть ли не раз в неделю, да, бывают. Это все зависит от текущей ситуации. Есть проблемы острые баланса, патчи чаще. Если ситуация лучше, это, конечно же, будет пореже. Не будет такого, что, ну, условно, раз в несколько лет выливается какой-то патч и прочее. Это точно нет. Такого не будет даже и после выхода игры в релиз. Там интенсивность, как я уже говорил, упадет, но тоже сохранится достаточно активно. Денис приблизительно с месяц назад в одном из интервью рассказывал, что вы планируете добавить некий инструмент внутрь игры, чтобы она автоматически брала внутриигровую статистику, все это дело засовывала в некие файлы, и потом ваши тестеры, или я не знаю, как это правильнее там сказать, будут анализировать огромные там вот эти вот таблицы, и на основании этих данных вы как раз и будете вносить какие-то корректировки, там, возможно, в силу героев, в силу существ, общая сила фракции и прочее. Это, собственно, и называется статистикой, да. Заниматься этим будут геймдизайнеры. Вот весь вот этот инструментарий статистики будет с первого дня раннего доступа, то есть эта статистика собирается сразу, мы сразу ее видим. Это не только статистика по силе фракций, не знаю, математические, наверное, элементы игры, да, которые поддаются статистике описания, там, количеством использований, выборов, что-то подобное. А все это мы будем видеть, анализировать и вносить корректировки. Вопрос номер 4, и мне лично кажется, что эта тема будет более интересна представителям PvE комьюнити, одиночных героев, потому что сейчас мы поговорим с тобой про разный уровень искусственного интеллекта, который вы решили придумать. Вообще, в целом, это звучит очень новаторски и интересно. Многие вообще годами сетовали на забагованные ИИ в разных версиях героев. Компьютер бегал за единичками, бездарно подстраивался под прямой выстрел или безответный удар и прочее. Что там на карте приключений творит, это вообще тихий ужас. Как вообще вы, в принципе, пришли к идее разделения уровня сложности? Насколько я помню, вы сами его обозначили как условно искусственный интеллект, с которым можно просто пофаниться, и такой искусственный интеллект, который условно играет неплохо. Он играет неплохо, то есть, по крайней мере, он сможет тебе противопоставить что-то, против него реально будет интересно играть. Так вот, как именно будет работать этот искусственный интеллект? Не было ли у вас каких-то мыслей интегрировать, может быть, там, нейросеть, которая бы обучалась на основании действий игроков или что-то эдакое? Начну с небольшой такой даже банальности. Как и вы, мы видим проблемы АИ, которые вот, ну, собственно, Нити рассказывает, там, например, актуальны для третьих героев, что АИ для одиночной игры, в первую очередь, там, для компаний, не такой интересный, как бы хотелось. Поэтому сразу ставилась цель сделать АИ, который, ну, будет неким средним игроком. То есть это касается АИ и на карте, и в бою. Мы интегрируем, мы уже рассказывали где-то, затрагивали этот момент, что можно сделать АИ, который не ведется на единички, что на глобальной карте АИ умеет делить героев на мейнов, там, курьеров, собирателей, какие-то вот тролли, которые мы сами напишем, зададим, да, он все это сможет выбрать, поделить и в зависимости от своей роли действовать, там, пробивать сложные объекты, в том числе пробивать ГЛО на Джебусе. Но здесь возникает второй вопрос. А что если АИ станет слишком сильным? Да или просто сильным, что скажется на мультиплеерных матчах? Сейчас в целом, если смотреть вот в двух словах описать героя, это некая такая длинная подготовительная фаза к финалке, в которой решается исход. В этой подготовительной фазе это такая вот головоломка, которую нужно решить самым оптимальным методом, чтобы прийти к этой финалке в максимальной кондиции. И вот здесь вот АИшка может сыграть злую шутку. Первое. Если АИ будет слишком сильным, это в принципе затягивает матч, потому что заставляет игроков значительно дольше
думать, в принципе, дольше играть аккуратнее, да, то есть это сильно снижает темп игры в целом. А герои и так не могут в целом похвастаться очень быстрым каким-то темпом, что, например, оказывает роль на тех же новичков. Они не готовы там по 5 часов тратить ради какой-то одной партии. Второй аргумент, что эта аишка будет влиять каким-то образом значительно вообще на исход партии. Поэтому технически для мультиплеерных, так сказать, профессиональных героев мега умный АИ-то и не нужен. Поэтому было принято решение, мы берем за основу наш основной умный АИ, и его немножечко отупляем. Он начинает там вестись на единички, что-то еще подобное. И, что немаловажно, брать тех же третьи герои, знание паттернов поведения АИ — это действительно очень важный критерий скилла. А сейчас в тройке стало модно фейк-прожик. Это, по сути, что же ты знаешь поведение АИ, да, и геометрии двухгексовых юнитов и так далее. Собственно, поэтому и будет разделение на несколько версий АИ. Условно 2, но, возможно, будут еще подделения. То есть будет, так сказать, PvE-шный АИ слабый, средний, сильный, да, и может быть то же самое для мультиплеерного, но это уже детали настроек, количества вариантов конфига. Все, что касается АИ нейронки, это на самом деле крайне далекая перспектива. Если в двух словах описать, то чтобы это сделать, нужна большая база материалов, на которых эта АИшка учится. Грубо говоря, реплеев. Они у нас планируются, но они должны сначала должны накопиться на некой, можно сказать, финальной там версии игры, да, которая не изменится потом сильно, чтобы все знания АИшки устарели и так далее. А это, вы понимаете, это на дистанции годы, да, такое бэкграунд накапливается, но в отдаленном будущем, чем черт не шутит. И напоследок хотелось бы обсудить еще одну важную тему в мире PvE. Расскажи, пожалуйста, про концептуальные отличия генератора случайных карт в Golden Area от того, что было в предыдущих версиях героев. Суммарно он достаточно сильно отличается от того, что было в предыдущих частях серии, по ряду причин. Надо глобально понимать, что все-таки за основу картинки и геймплейного, так сказать, качества самого по себе геймплея брался генератор случайных карт третьих героев. Однако это не какая-то его переписанная версия, полное воспроизведение и прочее. Генератор у нас делается долгие годы. Это самая масштабная таска, которая только существует. То есть он уже прошел несколько итераций с разными там новыми фичами, о чем я сейчас поговорю чуть попозже. И это далеко не последняя итерация. Нас ждет там ранний доступ, где еще тоже много всего будет добавляться и так далее и тому подобное. Это наша авторская полноценная разработка, которая банально может быть лишена каких-то изъянов генератора третьих героев. Банальный пример: у нас не могут павниться охраны на дорогах, блокирующие пути. Кроме этого, мы решили не идти по легкому пути. Если смотреть генераторы многих частей героев, они построены по принципу агрозон нейтральных отрядов. Есть отряд, вокруг него несколько там клеточек на карте опасной зоны. И именно в этих клеточках лежат там ресурсы, артефакты, что угодно. И для того, чтобы забрать этот ресурс, приходится драться с охраной. Мы не пошли по этому пути, мы сделали вариант, который не подчиняется этим правилам с агрозонами нейтралов, где есть некие такие тупички, нычки, это можно называть как угодно, в которых что-то лежит, вход в который охраняет нейтральный отряд. Что только не сделали, чтобы существовала анархия в игре, которая позволяет сделать там небольшую дырочку, куда можно залететь и все там потырить, условно. У нас есть масса различных нововведений, их достаточно долго перечислять, но несколько банальных примеров. Первый — это полноценный редактор всяких настроек, собственно, играемой карты. Это могут быть как там включить галочку анархии, включить галочку ауткаста, что может быть знакомо по третьим героям, там тоже есть подобное. Но есть и что-то более сложное. Например, менеджмент вин-кондишенов. То есть захотите сделать карту, в которой можно играть без замков, в принципе, это возможно. Плюс есть и более геймплейные какие-то особенности. Например, мы можем сбалансировать ГО двух игроков. У обоих игроков на выходе из зоны будут стоять абсолютно идентичные отряды. Насколько я понимаю, если эти настройки могут быть применены к одиночной игре, то разные вин-кондишны будут доступны и онлайн-игрокам, да? Да, само собой. То есть есть определенные вин-кондишны, их планируется несколько. Грубо говоря, это эволюции модной в третьей геройской среде. Сейчас там контроль центрального замка, да. Комьюнити само начало изобретать себе вин-кондишны, чтобы сильно не затягивать партии, чтобы была какая-то цель. Это тоже важно для игры, чтобы тебе было понятно, что делать.
Не какое-то абстрактное, что собери все вот эти соседние утопы, приди в центр, там, в какую-то зону, может быть, найдешь противника, может быть, не найдешь противника. Цель очень важна. Это сильно влияет на восприятие геймплея. Окей, хорошо, спасибо за ответ. Давай теперь перейдем ко второй части вопроса, а именно к редактору карт и шаблонов. Возьмем ту же Хоту для примера. Там он был максимально прост и удобен, интуитивно понятен, но вот, например, Антон Александров, он же Ринс, с которым мы недавно сняли полноценный фильм про историю создания, возможно, одной из самых сложных карт, в принципе, в Героях Меча и Магии, Парагон. В этом фильме Ринс поделился с нами, каких функций ему не хватало именно в редакторе карт во время работы над Парагоном. Скажи, какие фичи вы собираетесь добавить в редактор карт, и планируете ли вы его дорабатывать на основе фидбэка пользователей уже после релиза? Разумеется, для генератора карт, о котором я только что говорил, случайного генератора карт, существует некий редактор шаблонов, который позволяет делать джебусы, что угодно, юниверсы из пятерки, что-то очень сложное, HTML-ка, зоны, связи, охраны, это все там описывается и так далее. На текущий момент вот записи, когда мы разрабатываем игру, это представляет собой некий такой обширный очень конфиг-файл, в котором это все описывается. Но когда генератор случайных карт будет представлен общественности, люди получат визуальный редактор этого дела. Наверное, это будет что-то похожее на то, что можно встретить в тройке, в пятерке. И, соответственно, это будет интегрировано в игру. То есть можно будет запустить в красивенькой оберточке, сделать себе свой собственный шаблончик, потом его куда-то там залить, выложить, поделиться с другом и прочее. Редактор карт в целом он тоже на текущий момент, он технического такого плана. Есть начинка внутриигровая для составления уровней. Есть сторонняя, давайте это так скажу, начинка для создания квестов. Собственно, на этом редакторе карты делается полноценная кампания, да, миссии для этой кампании. Мы слышим и видим интерес картостроительного сообщества, различные квесты писать, настраивать объекты, банки там по награде, по охранам, вот какие-то подобные вещи. В целом, когда редактор карт будет предоставлен публике, а он, как и редактор шаблонов, тоже будет интегрирован в игру, я думаю, мы сможем вас порадовать. Конкретно я пока обещать ничего не хочу, но мы слышим, видим. И, соответственно, если что-то будет не сделано изначально, ждите появления этого в процессе там раннего доступа, может быть, позже. Леонид, я благодарю тебя за твои ответы. Я уверен, что для наших зрителей это было продуктивное интервью. Но ты знаешь, в конце я хотел бы от себя лично задать тебе вот такой вопрос. Я читаю все комментарии на Оранже, и под всеми видосами, связанными с Olden Era, я встречал комментарии такого формата. Вот, Olden Era — это проект, который посвящен, по всей видимости, киберспорту. А я, мол, там, геройщик старой закалки, я вот там любитель построить Капитолий, поиграть против компьютера месяц реальной жизни одну партию, мне там интересна компания, а вот эти ваши джебусы-шмебусы мне в одном месте уже сидят. Дайте мне, мол, нормальную одиночную игру. У меня, я честно тебе скажу, вот болит душа, вот буквально болит душа за этих игроков, потому что я знаю, что на самом деле вы уделяете немало сил и времени там каким-то одиночным вопросам игры. Хочется от тебя, как от гейм-директора, услышать некое успокоение для этих людей, чтобы они не переживали, что с одиночной игрой там получится как получится, а все силы вы кинули именно в мультиплеер. Да, мы видели подобные мысли, обсуждают некоторые игроки. Что мне хочется сказать на эту тему? Глобально не пугайтесь. То есть Джебус — это не наш какой-то основной акцент. То есть мы говорим о Джебусе как достаточно простому шаблоне или, в принципе, каком-то геймплейном процессе со стороны. То есть Джебус же действительно очень прост, и почему его предпочитают там профессиональные игроки. Ну вот есть твой замок, весь основной игровой геймплей, ну и ты просто вышел в соседнюю зону, и игра примерно закончилась. Нет, но при этом мы не говорим, что все, у нас будет только такое. Для обычных каких-то
размеренных, привычных игр, как 20 лет назад, тоже делается многое. Будет сделана кампания, о чем вы услышите от, собственно, в других, наверное, интервью. Будут существовать большие шаблоны, будет поддержка модов, возможность появления каких-то карт из серии Парагона, которые люди действительно месяцами проходят. Будет ламповый хатсит, который вам нравится. То есть имеется возможность играть без всяких таймеров и так далее, сделать себе какую-то новую карту. Акцент на обычных игроках не менее большой, чем на киберспортивных, и, соответственно, мы очень надеемся, что мы вас не разочаруем в этом плане. Теперь, дорогие друзья, моя душа спокойна. Леонид, благодарю тебя еще раз за это интервью. Спасибо большое за инсайды, рад был пообщаться. Остаемся на связи. Всем спасибо, всем пока, до встречи. Друзья, если вам понравился видос, не забывайте подписываться на канал, ставить свои геройские лайки и, конечно, добавлять Olden Arrow в стимовский виш-лист. Ссылку я также оставлю в описании.